Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Виктория Андерсон. Я специалист позитивной психологии, женский коуч, основатель школы осознанного питания Nordic Balance и диетолог. Сегодня у меня в гостях Наталья. Наталья – выпускница школы Nordic Balance. Она сейчас живет сама в свободном плавании уже 4-й месяц. И поэтому мы сегодня с ней встретились у меня дома, для того, чтобы она поделилась своим жизненным опытом и вообще, как ты сейчас живешь после того, как мы с тобой расстались. Здравствуйте, дорогие участницы и тот, кто интересуется Nordic Balance питанием. Уже 3 месяца я в свободном плавании. Время прошло очень быстро, замечательно. Я построила свой коридор. Мой вес, когда я закончила у Виктории 9 ноября, был 62 килограмма 900 грамм, на сегодняшний день 62 800. Прекрасно. Вес менялся где-то, был в минимуме 61, может быть, с хвостиком, плюс вот максимальный 62 800, поэтому для меня сейчас коридор, который я выстроила и который хочу поддерживать, это 61-63 килограмма. Для меня было немножко сложно понять, в каком я весе хочу остаться, но сейчас это пришло, и это идет очень естественно. Моя жизнь изменилась только в лучшую сторону, потому что я начала менять свой гардероб. Прекрасно. Я большое удовольствие получаю ходить теперь в магазины и шопать, но очень осторожно, потому что стараюсь покупать только необходимые вещи, нужные, и делаю это медленно. Нравлюсь себе, как я выгляжу. Я только сейчас привыкла к своему новому телу. И вот именно в декабре, в январе больше всего я слышала к себе обращение: Наташа, ты так изменилась, ты так похудела, потому что, наверное, пришло психологическое принятие самой себя новое в новом весе, и ты по-другому себя стала ощущать. Потому что выяснилось, что никто меня, такую, какая я сейчас есть, не знает. И поэтому все, кто мое окружение, даже мой муж теперь, он не видел меня никогда в таком весе, в таком физическом состоянии. Поэтому было немножко, я не знаю, как все другие воспринимали, но для всех нужно было время, чтобы принять меня новой. И потом тебе самой нужно самой себя, да. Потому что психика у нас отстает от физиологии. И когда ты проходила раньше мимо витрин, может, магазинов, то ты, глядя на саму себя, на свое отражение, ты не верила, что это ты. Нет. Вот, да. Понимаешь? А теперь это как бы ты начала себя принимать такой, какая ты есть. Да, и тебе комфортно в своем теле, и ты прекрасно выглядишь, умница, красавица. Вот, поэтому в этом очень большое удовольствие. Конечно, это не только диета, это не только сколько ты ешь или что. Главное, как ты живешь, какое качество жизни, какие у тебя мысли. И сейчас, конечно, я этому стараюсь уделять больше и больше внимания своему внутреннему состоянию, своему комфорту, своим мыслям. И это мне помогает во всем абсолютно. Принятие решений, что купить, куда поехать, нужно, не нужно. Это приходит уже на уровне подсознания, очень быстрые, очень комфортные процессы. Также мне это помогло очень при работе со своими пациентами, хотя я уже врач с большим стажем. Но вот эта расслабленность, комфорт внутри себя, оно излучает, оно как бы распространяется абсолютно на несколько километров от тебя. Это состояние комфорта. Это заметили и мои окружающие меня близкие, родные, это заметили мои пациенты, мои коллеги. Вот, то есть я стала более, наверное, пушистая. Какое счастье, что видишь, как ты меняешься не только внутренне, как я всегда говорю, вы не только у меня стройнеете, здоровеете и так далее, но вы и вот именно у вас происходит перестройка, перезагрузка вашего мозга, вы по-другому начинаете мыслить, вы находите какой-то баланс внутри себя, да, вы спокойнее воспринимаете какие-то критические ситуации в жизни, потому что вы уже как бы тоже умеете посмотреть на ситуацию со стороны и
Спокойно, Абсолютно, правда? абсолютно правильно. Многие меня спрашивают, что я сделала для того, чтобы похудеть, сколько я ем. Я объясняю, что это не диета, это Нет. стиль жизни. Мгм. И вот сейчас, наверное, в полном объеме я и поняла, и проверила на себе, что такое изменить стиль жизни. Мгм. Вот это удалось нам. Прекрасно. Это цель это моей просто, да, это работы и замечательно, жизни. это Мгм. счастье, Здорово. комфорт. Мгм. Вот. За эти 3 месяца много что изменилось. И, конечно, самое большое событие в моей жизни – это балет. Тут Кто бы надо сказать, кто не знал. знает, что после того, как Наталья так изменилась внешне и получила как бы гармонию со своей душой и телом, она воплотила свою мечту детства. Наталья начала заниматься балетом. И во сколько лет? Расскажи, какая предыстория была. Ну, как, наверное, любая девочка, но я в своем детстве занималась очень серьезно балетом, готовила себя к большой карьере балерины, и на это было отдано много средств и времени. Но так судьба распорядилась, что балериной я не стала. Балет я оставила, мне было лет 15. И он сидел во мне, видимо, всю мою жизнь подсознательно. Конечно. Естественно, я ходила, смотрела в театре балет, я любила, я смотрела всегда на девочек, которые танцуют, и мечтала сама танцевать. Но понимала, время ушло, уже балетом заниматься поздно, это все было как бы в моем сознании. И вот когда я похудела, вдруг я поняла, что я хочу. И я услышала, что существует балет для взрослых, занятия под музыку. И вот в Королевском театре есть такие уроки, где преподают преподаватели Королевского театра, где занятия проходят в профессиональном зале. И я купила себе 10 занятий, сейчас Молодец. хожу и буду продолжать ходить. Браво. Друзья, никогда не поздно что-либо начинать. Никогда не поздно. И чтобы кто-нибудь мне сказал, что когда мне исполнится 60 лет, и уже вот через несколько месяцев 61, я начну заниматься балетом. Великолепно. Это просто дорогого стоит. Твои слова. Друзья, да, смотрите, впечатляйтесь. Начинайте, если вы в чем-то сомневаетесь, не сомневайтесь. Начинайте, никогда не поздно. Нет. Вот. И, конечно, наверное, сейчас мне уже проще написать свой сценарий на следующие 10 лет, какой я подойду к 70 годам. Ой, как прекрасно. Легкой, воздушной, довольной, удовлетворенной, в балансе. Это, наверное, самое большое счастье — жить вот в таком согласии с самой собой. В гармонии. В гармонии. Это просто счастье. Поэтому куча проектов, куча различных как бы желаний, которые я хочу осуществить в эту десятилетку. Но так мы устроены, мы пишем себе свой сценарий, мы хотим исполнить свою мечту, поэтому я уже берусь за это легко. Молодец, просто. Умничка. Вот, буду рассказывать вам, чего я достигла. Вот следующий этап, у меня следующий проект — больше познать mindfulness, психологию, и я записалась на курсы mindfulness и стресс. Великолепно. Что касается нашего рабочего места, потому что иногда, конечно, я выхожу из зоны комфорта, я попадаю в стрессовую ситуацию. Ну, это жизнь, это абсолютно. Это будет, это у вас будет, это нормально, естественно. Вопрос, как быстро вы из этого выходите и как вы к этому относитесь. Читать я стала гораздо лучше чувствовать свои состояния. И когда есть желание съесть что-то сладкое или соленое, и ты понимаешь, здесь начинается эмоциональный голод. Правильно, то, что мы проходили, изучали. Да. Вот. Это считывается в момент. И иногда, чтобы снизить стрессовую ситуацию, ты идешь на это и понимаешь, что тебе надо сейчас что-то съесть сладкое и вкусное. Но что касается сладкого, я так и не вернулась к пирожным, к шоколаду. У меня абсолютно нет к этому никакого желания. Видишь, как хорошо. Даже если на столе стоят изумительные пирожные из какого-то экзотического магазина или что-то, ну вот удовлетворение такое это уже не дает. Ну, иногда даже больше соленых. Ну, ты прекрасно. Видишь, как меняются наши всякие вкусовые ощущения, да, и после того, как мы
как бы чистим все наши рецепторы вкусовые. Абсолютно. Мы находим совершенно другие продукты. Расскажи про свою овсяную кашу. Овсяная каша, да. Это заколдованный круг называется. Самая большая для меня была, не проблема, а когда мы начали процесс отказаться от геркулесовой каши. На завтрак Наталья у нас всегда кушала овсянку. Да. Мне это очень нравилось, мне это нравился вкус. Вот. И какой-то период я этого не делала, и когда уже все можно было. Когда Вика сказала, пожалуйста, кушай свою ешь овсянку. теперь все, что ты хочешь. Да. Я сварила эту кашу, и вот уже думала, что сейчас я сяду и съем, но я не смогла даже ложки съесть столовой. То есть мне не понравился вкус, мне не понравилась консистенция. Сейчас я каждое утро варю геркулесовую кашу своему мужу, но я ложку только облизываю. Больше у меня потребностей нет. Столько много вкусного всего есть вокруг, что овсянка уже и не нужна Нет, вроде как. Нет, абсолютно. То есть я продолжаю те принципы, которые были в начале процесса, продукты. Естественно, количество совсем другое. Но если мне чего-то хочется, то я всегда пробую. Все, ты сейчас ешь абсолютно все, что никакой мысли о том, что я буду есть, когда я приду в ресторан, что я буду есть, когда я приду в гости. Всегда есть то, что я хочу или не хочу. Вот молодец какая. Ну, а насчет порции, объема, это естественно, ты же уменьшилась на 10 килограмм, и ты, естественно, у тебя и желудок уменьшился, понимаешь? Естественно, тебе не нужно та порция, которая у тебя была, с которой ты начинала, когда ты ко мне пришла. Все естественно, так что это прекрасно. У меня еще были волнения по поводу работы моего кишечника, так как у меня проблемный. Есть такое заболевание дивертикулез. И важно, чтобы был регулярный стул. Я об этом говорю абсолютно открыто и конечно, как врач. Да. Мы об этом тоже с Викторией говорили, потому что я немножко волновалась, так как количество воды надо было снизить, и как я буду реагировать. Вы знаете, абсолютно все нормально, все даже стало все гораздо проще. Что касается, я принимала хуск, то дозировку надо было, оказывается, снизить. Вот. Я тебе говорила, отходи, все у тебя будет нормально. Вот. И, конечно, абсолютный комфорт. Все люди, которые когда-то имели проблемы или есть проблемы с кишечником, они понимают настолько меня, как важен комфорт нашего кишечника и желудочно-кишечного тракта в питании, потому что это очень большие проблемы. Да, конечно. Но я обещала всегда, что и сахар снизится, и стул наладится, и ко мне все приходят с какими-то проблемами, и все это проходит гладко. Что касается, кто-то даже писал, надо сделать анализы крови, да, к счастью, они были сделаны как бы случайно, потому что иногда мы себя проверяем, даже мы врачи, и сделаны анализы после, но так как они и были нормальными, и остались нормальными, то касается только как бы положительно, никаких никакого вреда мы себе не принесли. Прекрасно. Вот. Что касается моей цели обмануть сахарный диабет, который у меня у всех женщин в роду, ну, будем смотреть, вот к 70 годам посмотрим, решилось, удалось нам обмануть диабет сахарный или нет. Я в этом не сомневаюсь, Наташенька. Прекрасно. Как с твоим мужем? Он же тоже немного похудел на 7 килограмм? Или больше? Как он сейчас считается? Муж был вовлечен в этот процесс, и как раз он тоже меня никогда не видел в этой форме. Он был немножко обеспокоен, когда я начала этот процесс и поделилась с ним. Немножко был скептически настроен, так как он тоже врач, и зачем тебе это надо, ты и так в хорошей форме. Но когда он увидел изменения, когда он увидел в каком я хорошем настроении, состоянии, то сказал, что и поддержал меня уже в этом. Молодец. И спасибо Фину. И сейчас он тоже придерживается многих принципов концепции Nordic Balance, с которыми я делилась с ним, мы обсуждали это. Ну и плюс, естественно, вы меняете отношение к еде, как вы готовите, что вы готовите, что вы ставите на стол. Конечно. Поэтому он вовлечен как бы напрямую, очень доволен. Ну, слава богу. Большой привет обязательно передам. Так что он в восторге от этой диеты, не диеты, стиля жизни. Да, для него
мы называли это так, но это стиль жизни, Да, естественно. потому как запретов нет, а диета, любая диета, она запрещает. Да, да, разница большая, конечно. Да. Ну, спасибо, Наташенька, за то, что ты к нам сегодня пришла. Я очень рада тебя видеть. Я счастлива видеть твои великолепные, радостные глазки. И ты полна, прям излучаешь этот оптимизм, позитивчик от тебя такой исходит. Друзья, Наталья постранела на 10 килограмм. И, как обычно, всех своих выпускников или учеников на этой цифре минус 10 килограмм я приглашаю в ресторан. И поэтому мы сейчас с Натальей сядем в машину и поедем в хороший ресторан отмечать нашу победу. Нашу победу, успехи. Успехи, да. Но я хочу сказать, что жизнь в Nordic Balance, она не заканчивается, она продолжается, и она будет с вами всегда. Спасибо, Наташа, за теплые слова. Я очень рада и благодарна тебе искренне за твое интервью сегодняшнее и вообще за то, что мы вместе сделали. Результат налицо. Спасибо тебе тоже, Виктория, за то, что ты полна еще столько энтузиазма, что ты за нас болеешь, переживаешь. Конечно. Ты с нами разделяешь. Это тяжкий труд, я вам хочу сказать. Поддерживать людей, которые в дисбалансе, и которые сомневаются, которых плюсы большие вдруг появляются, там 400-500 грамм, их надо успокоить, поднять и пойти дальше. Это тяжелый труд. Я люблю свой труд, и я верю в вас во всех, и результаты всегда самые хорошие, то есть нет, это невозможно так, чтобы вы меня не постранили, не поздравили и так далее. Это невозможно, поэтому я счастлива, когда вы доверяетесь мне и начинаете верить в себя. Я очень довольна, что я это сделала. Молодец. У меня нету ни йоты, ни малейшего сомнения, что я сделала неправильно и что пришла к тебе. Спасибо большое. Искренне благодарна. Абсолютно. Чего еще можно желать, как не таких слов и таких результатов. Спасибо, Наташенька. Ну что, друзья, спасибо и вам за то, что вы были с нами сегодня, и будем с вами в контакте. Мы желаем вам всем счастья, любви, здоровья, стройности, качества вашей жизни. И мы с вами сегодня прощаемся, и, может быть, даже из ресторана еще тоже пару слов запишем. Всех вам благ, с любовью. С вами была сегодня Виктория Андерсон и Наташа. Пока, до новых встреч.